Знаете ли вы, что в мире огромное количество странных и подчас даже жутких блюд? Известно ли вам, в каких странах любят съесть на обед столетнее яйцо и закусить его жареной личинкой из шелкопряда? Смотрите мое новое видео, и вы узнаете, какие причудливые блюда предлагают уличные торговцы и кафе в разных странах, и какой стритфуд вам точно не захочется попробовать. Ну что, вы готовы? Тогда отложите ненадолго панкейки и поехали! Начнем с Китая, ведь именно там едят все, что, не побоюсь этого слова, не приколочено. Китайские города привлекают туристов не только своими достопримечательностями, но и весьма странной для обычного европейца уличной едой. Для тех, кто ищет что-то особенное, предлагаются скорпионы, обжаренные на шпажках. Считается, что употребление скорпионов в пищу может оказать целебное воздействие на организм. Кроме того, здесь можно отведать жареных морских коньков, лягушек, особенно вкусными считаются их лапки без брюшка, сверчков и даже черных жуков. В традиционных китайских ресторанах можно встретить экзотические блюда, которые могут показаться шокирующими для неподготовленного посетителя. Например, здесь подают утиные и змеиные головы, жареных маленьких птиц и маринованные эмбрионы. Эти необычные угощения лежат на шведском столе и не вызывают ужаса у местных жителей. Аромат уличной еды в Китае разносится на большое расстояние. Одно из популярных блюд – тофу, которое ферментируется с использованием молока, овощей, мясного или рыбного рассолов, либо их комбинации. Обычно его обжаривают во фритюре до хрустящей корочки и подают с различными соусами в маленьких квадратных формочках. Тофу также готовят на пару, тушат и добавляют в супы. Некоторые виды этого блюда имеют специфический запах. На улицах Таиланда и Камбоджи можно увидеть торговцев, которые готовят и продают поджаренных до хруста тараканов. Это необычное блюдо может показаться странным для туристов, но местные жители считают его деликатесом. Они едят насекомых с пивом, как закуску. Если вы смотрели фильм с Джеки Чаном «Харчевня на колесах», то должны помнить необычную повозку, которая ездит по городу. А уличный торговец тут же, по вашему желанию, приготовит еду. Такие мобильные кухни можно встретить в Паттайе на каждом углу, в которых вам с удовольствием нажарят семечек, в роли которых выступают хитиновые панцири тараканов, а затем насыплют в кулек. А на севере Таиланда, в городе Чиангмае, уличные кулинары делают лепешки из кузнечиковой муки. Саранчу хорошо высушивают, перемалывают и используют для приготовления различных блюд, включая кондитерские изделия. Это еще один пример того, как местные жители используют насекомых в кулинарии. Если вы хотите попробовать экзотические блюда, то отправляйтесь в Камбоджу. Здесь осенью проходит паучий фестиваль. В это время все прилавки и подносы продавцов переполнены копчеными тарантулами и жареными пауками-птицеедами. Гурманы предпочитают паучьи глаза, которые стоят неприлично дорого для бедной страны, целых $5 за порцию. Мексиканская кухня способна удивить даже самых искушенных гурманов. Она включает в себя самые разнообразные продукты, от насекомых до экзотических овощей и фруктов. Некоторые из этих ингредиентов могут показаться странными и непривычными для жителей других стран, но в Мексике они считаются деликатесами. Один из таких необычных продуктов – уитлакаче, или, как его называют, мексиканский трюфель. Это патогенный грибок, поражающий кукурузу во время сезона дождей. В Европе и США такое заболевание считается серьезной проблемой, которая может привести к потере урожая. Однако в Мексике уитлакаче ценится как деликатес. Говорят, что он имеет вкус, похожий на смесь черных трюфелей и шиитаке, но с более интенсивным дымным ароматом. Еще один необычный продукт мексиканской кухни – куэтлос – личинки бабочки-павлиноглазки. Они обитают на деревьях и растениях Чиа в штате Пуэбло. Местные жители собирают их и готовят с гуакамоле или другими острыми соусами. Куэтлос является частью рациона сельских общин на протяжении сотен лет. Сбор личинок происходит в сезон дождей, когда почва становится слишком мягкой для полевых работ. Еще одним экстремальным блюдом являются алакранес – паукообразные, известные также как скорпионы. Эти насекомые типичны для кухни Юго-Восточной Азии, но после открытия ресторанов Раисес и Лас Маргаритас в мексиканском Дуранго их стали с удовольствием есть и здесь. Концепция этих заведений предполагает приготовление традиционных региональных блюд, включая тако со скорпионом. Интересно, что едят скорпионов и на полуострове Юкатан. Жители ставят ведра с водой возле кроватей на ночь, чтобы разного рода членистоногие назабирались к ним под одеяло. Алакранес готовят разными способами – карамелизованными на шампурах, в бульоне или подают в виде тако. Перед приготовлением их вымачивают в спирте и тщательно промывают. Франция – страна, которая славится своей изысканной кухней. Но помимо известных блюд, таких как круассаны, луковый суп и рататуй, здесь можно попробовать уличную еду, которая может показаться необычной для туристов. Одно из таких блюд – улитки по-бургундски. Перед приготовлением улиток кормят специальными травами с очищающим эффектом, тщательно моют, а затем варят во фритюре с чесноком и петрушкой. Это блюдо имеет неповторимый вкус и аромат, который запомнится надолго.
Еще одно необычное блюдо, называя состав которого я заранее прошу прощения у застенчивых дам. Это, друзья мои, яички-барашка. Да-да, вы не ослышались. Способ приготовления этого деликатеса достаточно прост. Их чистят, замачивают в холодной воде на 3 часа, затем нарезают и жарят на сковороде с лимоном и петрушкой. В качестве пикантного ингредиента выступает местное белое вино. Думаю, что прежде чем есть это блюдо, нужно очень хорошо подготовиться с помощью этого же вина, да простят меня жители Франции. И, конечно же, нельзя забыть о жареных каштанах, которые являются одним из самых популярных уличных лакомств во Франции. Из каштанов также варят супы и пекут десерты. Именно жареные каштаны пользуются особой любовью у французов. Осенью тележки с жареными каштанами можно встретить повсюду, и их аромат пробуждает аппетит даже у самых сытых людей. В Австралии, где кенгуру и эму не просто экзотические животные, а часть местной кухни, можно попробовать бифштекс из этих удивительных созданий. Для местных жителей это диетическое блюдо с неповторимым вкусом, а для туристов – абсолютная экзотика. А еще в Австралии любят готовить на гриле, например, мясо крокодила. Как вам такое блюдо? Одно из самых известных австралийских блюд, которые продают на улице, это гамбургер со свеклой. На котлету из местной говядины укладывают тонко нарезанную свеклу. Очень интересное сочетание, необычное и исключительно австралийское. Также, если вам захочется перекусить на улице, вы можете купить порцию картофеля фри с жареной во фритюре рыбой. Вроде бы что здесь особенного? Но некоторые туристы утверждают, что если это блюдо и возможно съесть, то только свежеприготовленным. Иначе картошка превращается в резину, а рыба в клейкую массу. Комментировать это не буду. Тут, как говорится, на вкус и цвет. В Камеруне высоко ценятся вкусные и крупные личинки жуков, особенно те, что обитают на пальмовых деревьях. Эти личинки, богатые белком и другими важными элементами, пользуются большой популярностью среди местного населения. Они часто готовятся путем обжарки и становятся настоящим лакомством. Подобная традиция употребления насекомых распространена и в азиатских странах, таких как Индонезия, где жареные личинки тоже находят своих почитателей. Кроме того, в Зимбабве особым вниманием пользуются гусеницы мапани. Эти яркие и крупные насекомые собираются с деревьев, после чего их внутренности удаляются, а сами гусеницы обжариваются до хрустящей корочки. По словам тех, кто пробовал это необычное блюдо, оно напоминает по вкусу курицу. Однако для большинства туристов такая еда может показаться довольно экзотичной и непривычной. Если вам нравится заливная рыба и холодец, то этот деликатес наверняка придется по душе. Речь идет о заливном угре. Смущает здесь только одно. Внешне он больше похож на змею, зато костей практически нет. А вот тем, кто никогда не пробовал холодец, скажем, американцам, такое блюдо может показаться странным. What? Английское побережье – это идеальное место для отдыха. Мягкий песок, море, мороженое и маленькие съедобные улитки. Британцы сначала тщательно промывают этих моллюсков, избавляясь от песка и соли, а потом варят их перед подачей с солью и уксусом. Те, кто пробовал, говорят, что эти улитки не только выглядят отталкивающе, но и доставляют немало хлопот при извлечении из раковины. К тому же усилия, затраченные на поедание такого лакомства, вряд ли стоят полученного удовольствия. Хотя некоторые считают, что употребление подобных морепродуктов помогает поддерживать морскую экосистему. Если вы окажетесь на западном побережье Англии, попробуйте заказать вместо них традиционную fish and chips – рыбу с картошкой фри, посыпанную солью и политую уксусом. Это будет гораздо более привычным выбором. Кокорич – это блюдо из бараньих или козьих потрохов, запеченных в кишках. Обычно готовится на гриле и подается с булочкой. Для многих людей само упоминание о кишках вызывает неприятные ощущения, однако для местных жителей это популярная уличная еда. Тем не менее, стоит отметить, что кокорич обладает приятным вкусом, особенно если дополнить его бокалом пива. С первого взгляда кокорич кажется вполне аппетитным, он имеет форму цилиндра и медленно вращается над огнем. Однако на самом деле это бараньи кишки, наполненные различными субпродуктами. Чтобы превратить его в стритфуд, мясо мелко нарезают, смешивают со специями и заворачивают в булочку, лаваш или лепешку. Если решитесь попробовать кокорич, попросите его завернуть в лаваш или лепешку. Вариант с булкой может оказаться менее удачным из-за возможного дисбаланса между количеством хлеба и начинкой. Блюдо зачастую бывает острым или даже очень острым. Натто – это ферментированные соевые бобы, которые сначала подвергаются процессу брожения, превращаясь в вязкую массу, покрытую слизью. Блюдо отличается специфическим ароматом и липкостью, что делает его весьма необычным. Западные туристы нередко испытывают шок при виде натто, тогда как японцы спокойно включают его в свой утренний рацион. Если еду показывают в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы»,
лучше воздержаться от ее дегустации. Такой слоган мог бы подойти для описания некоторых экзотических блюд. Однако японцы, видимо, решили пренебречь этим советом и начали массово употреблять глазные яблоки тунца. What the fuck? Глаза тунца сложно пропустить на рынках и в киосках Японии. Их пристальный взгляд словно приглашает попробовать эту диковинку. Обычно их отваривают и сдабривают соевым соусом и рисовым вином. Вкус, говорят, напоминает нечто среднее между крутым яйцом и кальмарами. Помимо оригинального вкуса, глаза тунца содержат большое количество омега-3 жирных кислот, что может положительно сказаться на вашем здоровье. Если удастся преодолеть психологический барьер и не думать о том, что жуешь рыбий глаз, возможно, ваши умственные способности значительно улучшатся. Хаукарль – это традиционное исландское блюдо, приготовленное из выдержанного тухлого мяса акулы. What? Запах этого деликатеса настолько силен, что может отпугнуть даже самых смелых гурманов. Основой для хаукарля служит мясо гренландской акулы, которое содержит токсичные вещества, опасные для здоровья человека, если употреблять его в сыром виде. Однако после длительного процесса ферментации и выдерживания мясо становится безопасным и приобретает свою уникальную популярность. История приготовления хаукарля насчитывает несколько веков, и упоминания об этом блюде можно найти даже в древних исландских сагах. Мясо гренландской акулы содержит значительное количество мочевины, содержащей аммиак, что придает ему характерный запах и вкус. Процесс приготовления включает разделение туши акулы на куски, которые затем оставляют разлагаться на протяжении нескольких месяцев. После этого куски резкого, неприятно пахнущего мяса готовы к употреблению. How? Многие, кто пробовал хаукарль, утверждают, что это одно из самых отвратительных блюд на планете. Учитывая специфику его приготовления и запаха, легко поверить в правдивость этих слов. Пантери – это конфеты с уникальным вкусом, который сложно назвать типично сладким. Пантери считаются одной из самых необычных сладостей в Скандинавии. Впервые они появились в 1965 году в виде небольших черных дрожжей с лакрицей и салмиаком, упакованных в картонную коробку с изображением пантеры на крышке. Позднее к ним добавили сахарную глазурь, немного изменившую их вкусовые качества. Наиболее популярной формой пантери стали крупные диски, покрытые сахарной глазурью, которые продаются в пластиковых пакетах, украшенных все той же пантерой. Первоначально выпускались только конфеты пантери с салмиаково-лакричным вкусом, но в 1990-е годы компания Fazer представила новую линейку Panteri Mix, включающую фруктовые вкусы. Балют. Для одних это повседневная уличная еда, для других — настоящее испытание для глаз и желудка. Что может быть странного в обычном вареном яйце? Оказывается, многое. Под его безобидной скорлупой скрывается маленький зародыш утки, сваренный прямо вместе с яйцом. Звучит уже отвратительно, правда? Оплодотворенные утиные яйца специально выдерживают около 20 дней, а затем варят, создавая этот необычный деликатес. Процесс поедания балюта требует определенной подготовки. Сначала нужно вскрыть яйцо, и внутри окажется ароматный бульон. На этом этапе большинство людей останавливаются, но самые смелые продолжают и добираются до самого эмбриона. Хаггис – это традиционное шотландское блюдо, которое хоть и не относится к классической уличной еде, широко представлено в ресторанах, пабах и магазинах Шотландии. Его можно заказать практически в любом заведении общественного питания, а также приобрести в мясных лавках или фермерских магазинах. В шотландских точках быстрого питания хаггис часто предлагают в виде крупной сосиски, обжаренной в кляре. В действительности хаггис представляет собой бараний желудок, начиненный смесью бараньих субпродуктов, гречки и прочих ингредиентов, которые оказались под рукой у повара. Чтобы приготовить классический шотландский хаггис, необходимы бараньи внутренности, печень, легкие и сердце. Их предварительно отваривают, мелко рубят вместе с луком и внутренним жиром, а затем смешивают с дробленой овсянкой. Смесь обильно приправляют мускатным орехом, лимонным соком, шалфеем и другими специями. Полученную массу выкладывают в очищенный желудок, плотно завязывают и варят. Настоящие гурманы добавляют в бульон шотландский виски, который пропитывает блюдо во время приготовления. Конечно, уличная кулинария разных стран носит весьма специфический характер. Неподготовленному туристу может быть крайне сложно перебороть отвращение, когда хочется попробовать что-то из местных деликатесов. Стоит ли оно того, каждый решает для себя сам. Я же, друзья, хочу вам сделать интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересный сценарий, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. До скорых встреч!